Вы упали в промоину, выбрались. Что дальше? Забираем рюкзак. Главное не делать резких движений, потому что сейчас очень опасный момент, потому что организм сейчас находится в состоянии стресса, и вы не знаете, что он вам выкинет в следующую минуту. Даже поднимая посох, я опускаюсь на колено. И вот сейчас вот третья точка опоры мне ой как пригодится. Уходить нужно по своему следу, туда, откуда пришли. Потому что там впереди могут быть трещины, торосы и опасность. Бежать нельзя. Нужно идти спокойно. Почему нельзя сейчас остановиться и начинать отжимать одежду? Потому что сильный ветер. Как только мы снимем одежду, у нас начнутся очень большие проблемы. Еще больше, чем с одеждой. Теплоемкость воды в 30 раз выше, чем теплоемкость воздуха. Поэтому нам нужно быстро избавиться от воды, которая есть в нашей одежде. Но для этого нам нужно добраться до берега. Там спасительный лес, там нету ветра, там дрова. Дрова — это костер, костер — это жизнь. Другого средства спастись от смерти нету. В одном фильме уважаемого мною Беара Гриллза он показывает, как он обтирает снегом голое тело, как бы для того, чтобы избавиться от воды. Не получится, ребята, это фейк, потому что снежинки будут таять на поверхности голого тела, снова превращаясь в воду. А вот когда вы в одежде, снег эту воду может впитать. Поэтому для того, чтобы избавиться хоть немного от воды, нужно покататься в снегу и стряхнуть с себя снег, впитавший воду. Фу. Сейчас одежда работает как холодильник. Помните, когда отдыхаем на море, над нами плюс 30, а лимонадик нужно остудить. Что мы делаем? Смачиваем мокрое полотенце, заворачиваем бутылку в мокрое полотенце и ставим на солнце. Сейчас то же самое происходит со мной. Сейчас температура моя стремительно падает. Я теряю драгоценные калории. Остановить это падение можно только добравшись до леса и разведя костер, потому что до жилья очень далеко. И никто, кроме меня, мне не поможет. Сухие дрова, костер — это жизнь. Теперь нужно перебираться куда-нибудь в защищенное местечко и там разложить. Внимание! Ключевой момент. Очень большой костер. Пока руки еще работают, это нужно делать по возможности быстрее.
Здесь очень глубокий снег. Разравниваем площадочку. Почему разравниваем площадку? Потому что если разожжем на снегу сверху, начнет испаряться снег, будет очень много влаги и костер просто потухнет. Поэтому просто создаем подушку. Дрова должны быть сухие. Дров должно быть много. Нужно повернуться спиной к ветру, чтобы он не задул костер. И вот здесь очень пригодятся навыки. Как кто умеет это быстро делать. Потому что может быть один шанс, а второго шанса может просто не быть. Поэтому все нужно делать правильно и быстро. Перчатки замерзают, примерзают к рукам. Придется работать голыми руками. Береста, ребята, наше все. 1000 лет береста всех спасала. И вот дошла до меня очередь. Представляете, что сейчас было бы с моей зажигалкой или со спичками? Ага. Поэтому металлическое огниво, металлический нож. Поехали. Даже когда загорелся костер, это еще маленькая победа, согласен. Но все равно расслабляться не надо. Костер должен быть большим. На мне все мокрое. Каждую секунду я теряю сумасшедшее количество килокалорий. Поэтому нельзя расслабляться ни на минуту до того момента, пока не окажетесь дома в своей ванной. Сосуды сначала расширились в стрессовом состоянии, сейчас они схлопнулись. И на поверхности кожи происходит очень слабая циркуляция крови. Но проблема даже не в этом. Холодная кровь от периферии сейчас приливает внутрь организма и просто каменным молотом дубасит по всем внутренним органам, которые очень боятся холода. И сейчас там внутри происходит: я борюсь, я мозгом борюсь, а организм еще борется органами. Надеюсь победить. Очень хочется. Все. Костер живет своей жизнью. Это так называется. И движуха пошла. То есть сейчас можно уже бегать на заготовку веток покрупнее. Формула простая. Ветки должны быть толстые, чтобы дать хорошее пламя и много жара. У меня ноги онемели уже, по крайней мере по поверхности кожи. Я сейчас покажу, как можно отжать хотя бы какое-то количество воды, но не раздеваясь. Расстегиваем ремешок. Штаны не просто снимаем вниз, не сбрасываем вниз, а скатываем. Вот так вот. Скатываем, скатываем, скатываем. А потом вот эти вот участки начинаем отжимать. Вот так. То же самое с термухой. Скатываем. Скатываем. Вон, видите, какого цвета кожа. Это о чем говорит? Что приток крови хороший, но я просто тренированный. А обычно кожа белеет. Белый цвет кожи – плохой цвет кожи. Так. И отжимаем. 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 Снова возвращаем обратно. Также будем и сушиться, не раздеваясь. Бывает так, что человек уже вышел на сушу, развел большой костер, а потом его все равно находят погибшим с обгоревшими руками. Как такое может быть? Объясняю. Дело в том, что у нас на руках открытые участки тела, и здесь очень много рецепторов. Посмотрите, что происходит.
мы пододвигаем ладони к костру, и здесь жарко. И мозгу кажется, что всему организму тепло. И он нас стопорит вот в таком состоянии. Кожа здесь может гореть, а на спине может образовываться ледяная корка. Это очень опасно. Чтобы этого не произошло, есть простое правило, которое запомнить исключительно легко. Включаем шаурму. То есть начинаем вращаться вокруг своей оси близко от костра. А ладони нужно держать не над костром, не впереди от тела, а на уровне тела. Только таким образом вы будете контролировать температуру, реальную температуру, которая работает на вас, а не против вас. Потому что и ладони сейчас мне дают информацию о температуре. Когда же я поворачиваюсь таким образом, тыльная сторона ладони тоже дает мне информацию о температуре, которая идет от костра в мою сторону. Началось очень интенсивное испарение влаги из моей одежды. Это следующий этап маленькой, но все же победы. Это следующий шажок к большой красивой жизни. Вон там у нас уже образовалось большое угольное ядро, поэтому на него можно нагружать бревнышки побольше. А если вдруг вы провалились в прорубь и вам захотелось еще каким-то образом согреться, говорят, что алкоголь помогает. Алкоголь ни в коем случае нельзя. И при гипотермии это противопоказано категорически. Но есть один секрет. Вот у меня, например, есть настойка. Но я из нее могу сделать потрясающий безалкогольный чай. Как правильно сушить одежду возле костра? Не нужно раздеваться догола. Нужно снимать по одной вещи. То есть расстегиваем куртку, снимаем термобелье, куртку снова надеваем, сушим термобелье, надеваем на себя, сушим куртку. То же самое с нижней частью. Сначала сушим верхние брюки, надеваем на себя, но снимаем термобелье, сушим. То есть на нас постоянно должно быть что-то надето. Смотрите, спирт выгорает, и там останется только прекрасный напиток из ягод. И он меня очень хорошо поддержит после всего, что было. Когда вы разожгли костер и высушили одежду, это победа. Но впереди еще одно большое сражение за жизнь. Это организация ночлега. Но об этом смотрите в других выпусках One Blood. Думаю, что вы внимательно смотрели ролик и вам все понравилось. Но надеюсь, эти навыки вам никогда не пригодятся в вашей жизни. А сейчас традиционно переходим к розыгрышу призов предыдущего ролика. Ролик назывался «Как построить укрытие в дикой природе». Так, находим ролик. Так, загружаем данные. И случайным образом выбираем первый попавшийся коммент. Победителем становится Александр Доценко, и приз отправляется к нему. Вот это мой старенький термос, без которого я никуда. А вот это новый, ничей. И мы его сегодня разыграем в качестве приза. А для того, чтобы получить этот термос, нужно подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео
и в комментарии написать, какие экстремальные ситуации были у вас и как вы из них выходили. Только пусть ваш аккаунт будет открытым, чтобы мы могли с вами связаться и вручить вам приз. С вами был OneBlood. Спасибо за просмотр. Не забывайте про наш телеграм-канал. Увидимся на тропах.